Всем привет, меня зовут Евгений Хаджинов. Покажу вам одну из самых популярных экскурсий на Занзибаре – остров Призен, он же тюрьма, исчезающий остров Накупенде и прогулка по городу Стоунтаун. Покажу вам сейчас остров Призен, который находится в получасе езды от Стоунтауна, и вот начинается с этих лодок. Для того, чтобы добраться на остров Призен, нужно сесть на лодку и полчаса пропутешествовать по океану. Почти в 6 километрах от Стоунтауна расположен этот остров, который еще называется Чангу. Длина его около 800 метров, а ширина 230. Остров планировался использоваться в качестве тюрьмы для мятежных рабов, но за все время здесь не было ни одного заключенного, поскольку остров использовался как карантинная станция. Сейчас на острове Чангу, или же Prison Island, расположен только заповедник с сейшельскими черепахами Альдабра и отель. Мы высадились с лодки и сейчас идем к острову Черепах, там, где базируются большие черепахи гигантские Альдабра сейшельские. Я сейчас покажу. Во время отлива на Prison Island здесь вот образовываются такие места, где плантации морской капусты. Вот ее обрабатывать. Сейчас как раз отлив. Вот такой главный вход. Time. Проходим такой ресепшн и идем к черепашкам. Все круто, конечно, но учитывая, что это самая популярная одна из экскурсий, тут людей, конечно, много. Так, вот такая вот есть подружка. На, кушай, подружка. Вот это место с черепахами выглядит таким образом, что как такие маленькие джунгли, как вольер такой, где ходят группы, и вот черепахи здесь разбросаны по всему этому парку такому. Вид Альдабра был под угрозой исчезновения, и в 1919 году британский губернатор Сейшельских островов подарил 4 черепахи, которые за 40 лет размножились до 200 особей. Сейчас это заповедник по их сохранению. В общем, походив здесь, я нашел такую, одну из самых старых особей, это вот эта, 150 лет ей. 190 лет я не нашел, но она здесь где-то есть. Это 130, вот это 150. Вот одна из таких немаленьких особей. Очень даже. Яйца черепахи. Так выглядят. Вот мы дошли до тюрьмы, которая использовалась, в принципе, не как по назначению. Это как ресторан-бар сейчас используется. Вот такой бар на острове Тюрьмы. Prison Island бар. И вот такой ценник. В отеле, который находится на острове Призен, центральная зона, там где бассейн, расположена прямо на проходной. И миллионы экскурсий проходят здесь мимо, так что я не назову это уютным местом. А нам пора ехать дальше в сторону Стоунтауна через Накупенде. Прогулка была насыщенная, и вас угостят фруктами. И обязательно свежее кокосовое молоко. Если нужно снорклинг оборудование, здесь оно есть. Швартуемся к исчезающему острову. Название Накупенде с суахили переводится как «Я люблю тебя», ну а сам остров – это небольшая белоснежная песчаная коса. А исчезающая она потому, что во время прилива она полностью уходит под воду. Так что у вас есть часа 3 для того, чтобы покупаться, пофотографироваться и покушать. В такой палатке будет обед-барбекю. Это остров Накупенде. Вы можете воспользоваться снорклинг-оборудованием на борту и посмотреть здесь коралловый риф. Он достаточно небольшой, но полчаса вы можете здесь потратить. И от обедов морепродуктами можно возвращаться в Стоунтаун. После нашего Prison Island и Накупенды мы приходим в город Стоунтаун для того, чтобы посмотреть Дом чудес. Это первое здание, где вообще в Африке было проведено электричество, и был даже первый лифт. И он называется Дом чудес из-за этого. Также за мной британский форт. Самый известный занзибарец – это Фредди Меркьюри. Он родился на Занзибаре, он недолго здесь прожил. Но тем не менее, вот здесь, в этом доме, он родился. Здесь есть музей, здесь есть сувенирная лавка, где можно купить все, что нужно, и все, что интересно, и все, что связано с Фредди Меркьюри. Так что вы добро пожаловать вот сюда. Фредди Forever. Когда вы ходите по улочкам Стоунтауна, вас просто преследуют торговцы местные и предлагают свой товар прям настырно, прям очень сильно. К этому нужно быть готовым. Но
Нужно держать оборону, не обижать, отвечать, скажем так, спасибо, либо же просто асанте сана, что означает спасибо большое и до свидания. Улочки Стоунтауна. Если вы электрики хотите поработать в Танзании, милости просим. Следующая остановка в Стоунтауне – это музей, который посвящен истории Занзибара, истории Танзании. Вся история, которая происходила с 1800 года и по 1909 год. Здесь сохранены все данные. Вы еще посмотрите несколько интересных объектов, у вас будет время на шопинг. И закончить экскурсию хотелось бы на одном из самых колоритных мест Стоунтауна, на кафедральном соборе Англикан, построенном в 1887 году, и это самый первый католический собор на территории Восточной Африки. И по истории именно с этого места родился термин «Акуна Матата». Но более детально расскажут и покажут на экскурсии. А я благодарю всех за внимание и надеюсь, вам было интересно и полезно. Если понравилось это видео, нажимай лайк. Если хочешь продолжение, то буду рад подписке. И до новых встреч. Пока.